Здравствуйте! В этом видео 20 сортов томатов посадил и забыл, и далее собираю урожай. Эти томаты для ленивых, они не требуют посынкования, не требуют дополнительного ухода и внимания. Я считаю себя все-таки садоводом ленивым и не люблю очень сильно ухаживать за томатами и уделять им большое количество времени, так как все-таки хочется уделить больше внимания себе и любимой семье. Итак, давайте с вами приступим. Первый очень урожайный вкусный томат – сибирские шанги. Этот сорт среднеспелый, детерминантный, не требует посынкования. Год выпуска 2017 год. То есть этот томат уже давным-давно проверенный. Может он выращиваться и до где-то 160 сантиметров. Все зависит от вашего выращивания. Данный сорт усыпан томатами. Вкусный, сочный, крупный. Собираю на семена нижние томаты. Верхние пойдут на сок, на лечо, на различные заготовки. Обожаю данный сорт, выращиваю его много лет, и в моей коллекции он уже не первый год у меня и в открытом грунте показывает отличные результаты, и в теплице. И второй очень урожайный сорт, который не требует посынкования, очень крупный, мясистый, сладкий, вкусный, но полудетерминантный. Я его также не посынковала. Это томат сердце Ашхабада. Сорт среднеспелый, в открытом грунте он не вытягивается более 60-70 сантиметров. В тепличных условиях может вытягиваться до 80-90 сантиметров. Если, например, его вообще не посынковать, он будет усыпан у вас с ног до головы. Это уже проверено. Вот смотрите, как он у меня выглядит в начале, без посынкования. Все пасынки, все на месте, просто подвязываю. Главное вовремя подвязать, чтобы томат у вас никуда не упал. Окрас у сердца Ашхабада необычный. Сначала они вырастают такие зелено, потом приобретают более к белому цвету, наливаются, в дальнейшем желтый и в конце яркий окрас оранжевого цвета, более похож на тыквенный. Смотрите, я вам показываю самое настоящее крупное большое сердце. Кисти у меня сразу возле земли, и выращивала я с методом обрезки, потому что хотелось продлить и получить 1-2 кисти плюсом. Но жара все сделала свое, и в итоге все-таки получилось столько же кистей, сколько и должно быть, примерно 4-5 кистей. Но этого в принципе достаточно, он все равно усыпан полностью весь в томатах, урожайность высокая, поэтому всем его рекомендую. Следующий сорт томата – это сибирский пируэт. Смотрите, как тоже усыпан весь плодами. Это средне-ранний, детерминантный, не требует посынкования. Листья обычные, я их примерно буквально недавно оборвала, чтобы получить именно созревание. Плоды достигли своего биологического размера, поэтому можно смело так делать. Цвет становится красным, в данный момент еще дозревает. Собираю именно на кусту красный для сбора семян. Очень хорошо повел себя в этом году, было неблагоприятные погода, условия, но все-таки урожайность великолепная. Данный сорт сибирский пируэт – это низкорослый, детерминантный, вырастает максимум до 50-60 сантиметров. Даже можно его выращивать в кашпо в 10 литрах на балконе, тоже покажет себя великолепно. Единственное, что требует, это подвязку к опоре, потому что полностью усыпан и кустик будет у вас просто падать. Облиственность невысокая, поэтому можно даже высаживать по 2 куста в лунку. Прекрасно себя показывают. Смотрите, вот еще с другой стороны снимаю. Но посмотрите внимательно, все пасынки, все абсолютно на месте. Единственный минус данного сорта, когда его теребишь, у него начинают опадать томаты. Следующий сорт просто великолепный, весь усыпан, это яблонька России.
Посмотрите, сколько томатов. Мне даже опоры не хватило. Она у меня была 1,5-метровая. Ну, плюс, конечно, в землю. Смотрите, сколько помидор. И действительно, все пасынки, все на месте. Ничего не обрываю. Главное вовремя подвязать, потому что если не будет подвязан куст, он у вас просто развалится в разные стороны, и собирать потом в одно место такой куст очень сложно. Яблонька России для открытого грунта, для теплиц, для пленочных укрытий, для любого региона. Выращивайте, кто пожелает, потому что очень неприхотливый сорт. Хотя он детерминантный, но вырастает в среднем метр 120-130. Все зависит от погодных условий. Если вы проживаете, как я, Кузбасс, Сибирь, то верхние кисти не успеют завязаться, поэтому максимум в среднем до 110 сантиметров. На одной кисти яблонька России в среднем завязывает 5-8 плодов. Усыпан. Если его посадите по 2 куста в лунку, представьте, сколько будет пасынков и сколько будет томатов. Но сажайте по одному. И так, в принципе, пасынков наращивает очень хорошо и вырастает большое количество различных кистей. Есть размер у томата разный. Даже на одной кисти, это вот видите на экране. Вкус у яблоньки России помидорный, классический, с легкой небольшой кислинкой. Плоды ароматные. Следующий томат смайлик. Этот сорт детерминантный, ранний, созревает одним из первых в теплице и даже в открытом грунте. Применяю в основном его для того, чтобы есть салаты, первым съедаем с солью, ну просто вкусный, очень сочный, даже детям нравится. Если его разрезать, то он будет в виде сердца. Высота куста в среднем 110-130 см. Сроки созревания 95-105 дней, в зависимости, где вы проживаете. Если выращиваете в теплице, естественно, созревает одним из первых. Цвет зрелого плода ярко-оранжевый. Форма очень красивая, с маленьким носиком. И чуть позже я вам покажу его на тарелке, как он выглядит внутри. Данный сорт смайлик обладает именно сладковатым вкусом, который очень дополняет маленькая, даже небольшая кислинка, но многие ее даже не замечают и пишут в отзывах, что чисто сладкий вкусный томат. Данный сорт смайлик можно смело выращивать как для раннего созревания. Это мы с вами высеиваем примерно 1 марта и уже в конце июля собираем его, съедаем подчистую. А также можно выращивать для позднего созревания, когда у нас идет активное созревание в теплице в конце августа для консервации. Он для консервации тоже подходит, потому что кожица у него, если мы солим томаты, не трескается. Пробовала, тоже получается очень вкусный. И представьте, как он будет ярко выглядеть в банке. Красивый, ароматный и сладкий томат. Также пробовала выращивать его с посынкованием, урожайность мне не понравилась, поэтому я его не посынкую, все пасынки сохраняю, все на месте, самое главное его вовремя подвязать. Особого ухода в подкормках он не требует, потому что неприхотливый. Смотрите, как выглядит на тарелочке, маленькие красивые сердечки. Следующий сорт томата акварель тоже зарекомендовал себя великолепно, усыпан плодами, кисти все формируют, что в открытом грунте, что в теплице. Плотный, вкусный томат, не болеет до самого конца, практически весь стоит зеленый. Специально вам обрываю листву, чтобы вы поняли, какая урожайность на кусту. Ну вот смотрите, тут тоже все усыпано. Этот сорт среднеспелый, детерминантный, высота растения в среднем до 50-60 сантиметров. Все зависит именно от освещенности. Если его посадить на солнечное место, высота куста будет не более 50 сантиметров. Смотрите, все пасынки, все на месте. Я просто подвязываю к опоре. От кисти очень увесистый. И для того, чтобы начал он быстрее созревать, потому что плоды достигли своего биологического именно размера, я обрываю как раз листву. Перед этим делала подкормки с аминокислотами, чтобы быстрее созревали, также с гуматом калия и с гуминовыми кислотами. Самое важное в данном сорте, что после сбора урожая, даже именно в розовом состоянии, недозрелые, они могут лежать 1,5 месяца. Это очень хороший срок. Поэтому я собираю зеленый,
Они продляют срок этот примерно до 2-2,5 месяцев при температуре в среднем 12-14 градусов. Поэтому, если у вас есть место для хранения, смело сажайте данный томат и будете есть его до самого Нового года. Можно также посадить его для позднего созревания, тогда сроки у нас, естественно, отодвигаются, и соберете его самый последний, допустим, в начале сентября. И будет он у вас храниться до октября-ноября месяца. Все зависит именно от ваших условий, как вы будете его хранить. Можно посадить его еще для позднего созревания, чтобы собрать в конце сентября в теплице. Далее, барнаульский консервный. Этот томат очень вкусный, выращиваю его каждый год и в теплице, и в открытом грунте, увешан плодами. Точно так же его не посынкую. Сорт детерминантный для открытого грунта, теплицы, для пленочных укрытий. Можно употреблять в свежем виде для засолки, для консервирования. Сроки созревания 95-100 дней. Томат низкорослый, не требует посынкования. Высота куста в среднем 40 см. Следующий очень вкусный и сочный томат, и главное урожайный, это белый налив 241. Томат средне-ранний для открытого грунта, для закрытого, пленочных теплиц, для просто теплиц, кому как удобно. Очень неприхотливый томат, выращиваю без посынкования. Смотрите, тоже все на месте. Кисти формирует охотно, и получается вот такой вот пушистый увесистый куст. На одной кисти в среднем формируют 2-4 плода, всего на кусту около 5-6 кистей. Это в открытом грунте Кузбасс, Сибирь. Вырос он у меня в среднем до 60 сантиметров. Рос у меня не на сильно солнечном месте, поэтому если у вас есть солнечное место, то смело как раз сажайте его туда. Он будет у вас еще более низкий. Томат белый налив универсальный, транспортабельный, кожица у него плотная, не сильно толстая, очень вкусный, сладкий помидорный вкус с маленькой такой небольшой кислинкой. Лично я не замечаю. Думаю, и многие, у которых с кислотностью все в порядке, именно чувствуют только сладость томата. Можно выращивать его как в 2 корня, можно также и в 1. Смотрите, я выращивала в 1 и мне понравилось. Далее, для того, чтобы они быстро созревали, я ничего с ним не делала, ничем не подкармливала. Созревает сам и самостоятельно, без различных гуматов калия, даже без золы подсолнечника и подобных средств. Наливаются плоды прямо на кусту дружно. И это даже видно. Вот смотрите, я вам показываю полностью куст. И буквально пару дней, и он будет полностью красный. Вес томата в среднем 80, 100, 110, даже 120 грамм. Нижние кисти, они всегда чуть увесистые, чем верхние. Но и даже на верхних кистях можно встретить 130 грамм помидор. Вот такой вот небольшой, но очень хороший компактный куст, который увешан помидорами. Рекомендую сеять его в разные сроки. В начале марта для раннего урожая, можно даже в середине февраля, чтобы получить уже в начале июля первую такую вот вкусную тарелку. Для более позднего созревания на август месяц сажайте 1 апреля, для того, чтобы консервировать. Сняли просто целый куст и закатали баночки. Следующий томат очень увесистый, тоже низкорослый, не требует посынкования, сорт Владыка. Данный сорт томатов средне-ранний, сроки созревания в среднем 100-105 дней, тип растения индетерминантный, но в открытом грунте я не даю ему вырастать выше 100, где-то 120 сантиметров. Я просто ему прищипываю макушку на уровне где-то метра, для того, чтобы получить вот такой вот увесистый хороший куст. Это делаю для того, чтобы они быстрее наливались, и хочу получить именно крупные, сочные, вкусные плоды. Обязательно требует подвязки, и он даже у меня упал вниз. Это видно, то, что немного согнулись стебельки. Я его не посынковала, и поэтому такой вот хороший увесистый томат. Если вы будете его посынковать, то томаты будут еще крупнее, но все-таки даже индетерминантные можно выращивать, не прикасаясь к ним, просто иногда подвязывая.
Также можно его выращивать в теплице, но там рекомендую именно его посынковать. Это единственный томат, который требует посынкования именно в теплице, потому что если ввести его там во все стебли, которые только вырастут, урожайность будет ниже. В открытом грунте, даже в Кузбассе, Сибири, вырастает именно вот такой вот, какой есть. Владыка созревает недружно, поэтому если хотите получить дружное созревание, рекомендую применять некие стимуляторы, как гумат калия, либо даже зола подсолнечника. Можно заранее простимулировать, далее оборвать листву и ждать уже созревания. Вкус у томата отменный, мякоть помидора похожа такую вот на более мясистую, нежную, с нежной консистенцией, сочная. В разрезе мякоть ярко-розового с сахаритостью. Если, например, выращиваете для семян, то обязательно снимайте только нижние томаты, потому что верхний у него, кстати, семена становятся более измельченные, более мельче, чем обычно. Следующий томат — это томат Дубрава Дубок. Смотрите, он у меня упал, но все равно он такой увесистый и великолепно урожайный. Тоже очень вкусный, напоминает по вкусу загадку. Если кто-то выращивал загадку, то вспомните вкус, это точно такой же вкус, но урожайность в разы больше. Томат Дубрава ранний, для открытого грунта, для пленочных, для теплиц, то есть универсальный томат. Выращивайте, как кому нравится. Есть еще второе название у него — дубок. Сроки созревания 85-100 дней. Трансплантабельность тоже хорошая, потому что кожица плотная. Можно выращивать для раннего созревания для еды, также и для позднего выращивания, когда будет созревать в конце августа, для консервации. Вкус у него кисло-сладкий, но сбалансированный, поэтому тоже всем его рекомендую. Следующий томат, любимый всеми садоводами и огородниками, это томат-загадка. Но многие спрашивают, какой производитель, почему у вас так усыпан весь томат помидорами. Многие покупали у каких-то производителей именно томата-загадку, и нет такой урожайности. Я покупала у коллекционера еще много-много лет назад, и вот сейчас уже выращиваю со своих семян. Хорошо себя показывает каждый год, независимо от условий выращивания. Что в открытом грунте, что в теплице, всегда шикарная урожайность. Кисти все завязывает, вкусный, сочный и невероятно сладкий. Загадка ультра ранняя, детерминантная, высота растения в среднем 40-50 см, цвет красный. Далее томат Ирма, тоже выращиваю каждый год, показывает себя по-разному. В открытом грунте бывает более низкая урожайность, и наоборот, даже в теплице тоже бывает ниже урожайность, чем год через год. То есть с данным сортом год на год не приходится. Тоже не требует посынкования и прекрасно растет при любых условиях. Даже если вы выращиваете в холодный год, все равно порадует вас очень вкусными томатами. Самая главная ценность данного сорта — это именно вкус. Сорт детерминантный, не требует посынкования, форма круглая, ярко-красного цвета, мякоть плотная, мясистая, масса плодов около 300 грамм. Есть томаты и по 80, есть по 100 и по 150 грамм. Неравномерный размер, имейте это в виду, но все равно вкус вас поразит, особенно цвет. Смотрите, как шикарно выглядит. Настоящий томат со вкусом помидора, который все любят. Именно из-за богатого запаха, вкуса и сочности выращиваю данный сорт Ирма каждый год. Мне нравится, бывает, что не урожайный, но это, скорее всего, моя ошибка, потому что иногда я просто пропускаю и не подкармливаю. Данный сорт любит иногда подкормки, можно подкормить, допустим, просто с золой подсолнечника несколько раз за лето, и это будет достаточно. Следующий сорт тоже очень вкусный, урожайный, Йеттина мать. Сорт Йеттина мать, среднеспелый, 105-115 дней. Очень урожайный, он для открытого грунта, для теплиц, выращивала там и там. Практически все томаты выращивала в разных условиях и показывают себя великолепно. Данное растение детерминантная, высота в открытом грунте доходит до 90, даже до 100 сантиметров. В открытом грунте можно выращивать даже по 2 куста в лунку, если у вас есть большое количество.
количество места. Если вы, допустим, выращиваете где-то около 50-60 сантиметров возле кустов. Завязывают все плоды охотно, в теплицах завязи не опадают, даже в жару, не требует различных стимуляторов, растет сам по себе, только иногда полив. И самое главное, он очень вкусный, транспортабельный, и можно даже его консервировать, оставлять на еду, то есть универсальный. Масса плодов 150-200 грамм. Это на нижних кистях, естественно, самые крупные, но бывает такой вот разновес. Даже на верхних кистях можно встретить 200-граммовый помидор. Очень сочный. Смотрите, сколько много семян. Кстати, отлично хранится. Рекомендую срывать не сильно дозрелые для хранения, чтобы продлить срок хранения. Следующий сорт канапус, не требует посынкования, детерминантный, высота растения 50-60 сантиметров и весь усыпан помидорами. Смотрите, я просто тоже подвязываю. Все томаты, которые вы видите у меня в этом видео, все с пасынками, все на месте. Вот даже рядом растет тоже томат весь в пасынках. Но это не мешает томату создавать новые крупные кисти, завязывать все плоды и наливать томаты до биологического созревания, чтобы они были вкусные, сочные и настоящий помидор, который мы все с вами любим. Томат увешан помидорками, мне сорт нравится, неприхотливый. Самое главное, что сроки созревания среднеспелые, то есть до 110-115 дней. Рекомендую выращивать его именно для консервации. Помидоры сами по себе кисло-сладкого вкуса, но чтобы добиться более такой мощной сладости, чтобы был перевес в сладкий вкус, обязательно выращивайте на солнечной стороне и подкармливайте иногда скалийными подкормками. Немного вкус меняется в сладкую сторону, это тоже уже проверено. Если вы хотите более сладкий вкус, то можно применять подкормки. Но я в данном случае для него ничего не применяю, меня вкус вполне устраивает, а есть некий баланс кисло-сладкий. Урожайность у данного сорта великолепная. Даже в плохую погоду я его высаживала в заморозки. Было у нас 0 градусов, был просто под укрытием агроткань и все выжило. Следующий увесистый томат – это томат Обская роза. Сорт среднеспелый, универсальный как для салатов, так и для консервации. Товарность у него высокая, также предназначен для транспортировки. Кожица у него плотная, не трескается. Высота куста 100-150 сантиметров. Растение детерминантное, но хотя в открытом грунте вырастает в среднем до 120-130 сантиметров. Все зависит от условий выращивания и на какую солнечную сторону вы его посадите. Мякоть томата сочная, вкусная, мясистая и обладает очень вкусным, приятным, даже сладковатым вкусом. Точно все такой томат любят, поэтому рекомендую. Масса плодов в среднем от 150 до 300 граммов, но в основном на кусту вырастает одного размера. Можно встретить пару томатиков, которые около 250 грамм, остальные будут все примерно одинаковые. Мякоть у плодов будет плотная, но мясистая. И данный сорт Обская роза обладает приятным сладковатым вкусом. Следующий томат розовые щечки, тоже детерминантный, не требует посынкования. Выращиваем в открытом грунте, теплице, под пленочными укрытиями, кому как нравится. В этом году выращивала и в открытом грунте, и в теплице. Разница не очевидна. Томаты все вкусные, сочные, как на подбор. Мне нравится, что нижние они более крупные, остальные более одинакового размера. Данный сорт хоть и детерминантный, но высота растения до 150 сантиметров. Если будете выращивать по 2 куста в лунку, то будет прям усыпан именно листвой. Имейте в виду, что нужно будет листву иногда подстригать. Но я его не посынкую, листву убираю только когда начинают наливаться нижние кисти. Плоды они среднего размера, поэтому легко созревают на кусту примерно с июля по август месяц. Все
зависит, когда вы будете высеивать данный сорт томата. Я выращиваю его в основном для свежего потребления, для консервации он не подходит, потому что размеры разные, и в одну банку разные размеры неудобно выкладывать. Можно использовать для соков, для лечо, для томатной пасты. Что касается вкусовых качеств томата розовые щечки. Очень сочный и необыкновенно ароматные томаты. Если вы сорвете первый томат на салат, вы влюбитесь в него и будете выращивать его каждый год. Многие чувствуют небольшую кислинку, лично я не чувствую. Для меня это чисто сладкий сочный томат. Следующий сорт томатов низкорослый, среднеранний, детерминантный, не требует посынкования, употребляется абсолютно во все консервации, для свежего вида, можно делать соки, все что угодно. Очень сочный, сладкий и вкусный, созревает полностью на кусту. Это томат сердцеедка, смотрите, он прям полностью усыпан помидорами. Высота куста до 80 сантиметров. Транспортабельность высокая, потому что кожица плотная. Смело солите, ничего не потрескается. Сроки созревания до 115-120 дней от именно всходов томатов. Масса плодов до где-то 150 до 200 грамм. Можно встретить плоды по 250 грамм, но это максимально. В среднем 200 грамм это стабильно. Мякоть сладкая, сочная, преобладает именно сладость, нежели кислинка, но она есть. Я бы сказала, такая приятная кислинка, которая гармонирует в данном сорте. Оббирала последний томат буквально недавно, поэтому он уже подсохший, то есть на исходе. Но самое главное, созревший биологическим путем. И томатики все ровные, хорошенькие, без каких-либо изъянов. Вот так вот выглядит сердцеедка в разрезе. Мне нравится сочная, вкусная, самое главное урожайная. Сажала его по 2 куста в лунку. Урожайность великолепная. Где-то около ведра томатов можно точно собрать, потому что не посынкуется, все сохраняется, завязывает абсолютно все плоды. Ну, мне нравится, поэтому я вам тоже рекомендую его выращивать. Следующий сорт томатов не уступает из ниже перечисленных никому ни по вкусовым качествам, ни по урожайности. Точно такой же очень вкусный, транспортабельный, низкорослый, не требует посынкования, сам по себе растет. Это томат сливовка. Масса плодов в среднем 80, 100, 150 грамм. Высота куста до 45-50 сантиметров. Тип растения детерминантный. Срок созревания ранний. Выращиваю предпочтительно именно в открытом грунте. В теплице он бывает, иногда может скинуть кисти, но это тоже не влияет на урожайность. Он даже там показывает себя великолепно. Если вы проживаете в теплых регионах, то только в открытом грунте. Если в прохладных, как я, и у вас лето максимально до августа месяца, то открытый, либо под укрытием. В теплицах рекомендую выращивать, если у вас уж очень короткое лето. Томат с классическим вкусом, есть мясистая мякоть, очень сладкий, с небольшой кислинкой. Аромат яркий, вкусный и насыщенный. Следующий сорт томатов очень вкусный, сладкий, ранний, детерминантный. Можно использовать как для салатов, соков лечо и для различных заготовок. Это томат царская ветка. Высота растения около 90-100 сантиметров. В открытом грунте не вырастает выше 80 сантиметров. Ранний спелый сорт в среднем до 105 дней и уже активно созревает. Не требует посынкования. Смотрите, растет у меня как вот ему угодно. Я только его подвязывала. Нижней кисти у меня так низко, потому что я его выращивала через обрезку после 3-4 листа. Смотрите, верхушечка тоже вся усыпанная.
Сорт «Царская ветка» имеет красивый нежнейший вкус, а также насыщенный цвет, когда уже в полной зрелости. Незрелые томаты, они светло-зеленые, такие бледно-желтенькие, и далее доходят вот такого вот красивого окраса. Мякоть очень вкусная, мясистая, отличается именно сбалансированным, гармоничным, невероятно сладким вкусом. Есть небольшая такая маленькая кислинка, но многие отмечают, что ее совершенно не чувствуется. Царская ветка и в открытом грунте выращивается тоже без посынкования. Единственное, что требует, это подвязки. Вот смотрите, я подвязываю, все прекрасно растет, завязывается, куст весь усыпан плодами. Мне нравится данный сорт, что он сам формирует даже верхние кисти. То есть верхушечка тоже в Сибири успевает созревать. Примерно до конца августа он у нас созревает, и в конце августа я его полностью оббираю. Это если выращивать его для позднего созревания, потому что иногда такие вкусные томаты, даже для салатов, нужно выращивать для позднего созревания. Если вы хотите для раннего, то сеем, естественно, 1 марта, можно даже чуть-чуть пораньше. Все зависит от ваших желаний, когда вы хотите получить урожайность. Если пораньше, высеиваем пораньше, высаживаем примерно пораньше, но под укрытие. И в дальнейшем уже собираем с царской ветки примерно в конце июня, начале июля. Следующий сорт томатов шоколадный. Это полуиндетерминантное растение. Высота в среднем до 150 сантиметров. То есть ему верхушечку нужно прищипнуть, если это требуется. Я выращивала до 1,20 м, до 1,50 м это в теплице. Формирует абсолютно все плоды. Есть некоторые кисти, которые скидывают именно завязи, но такое тоже бывает. Но мне нравится он именно за неприхотливость. Даже если его не посынковать, он все равно высокоурожайный. На рассаду высеиваем за 60-65 дней до высадки. Пикировать можно либо без пикировки, либо с пикировкой, кому как нравится. Данный сорт я тоже выращивала через обрезку, чтобы нижние кисти были ближе к земле и чтобы успели созреть еще верхние кисти. Плоды сначала такого яркого зеленого цвета, потом приобретают именно шоколадный цвет, и внутри они ярко-красивого окраса. Сладкие, мясистые, мне нравится, семья тоже ест его с удовольствием, созревает на кусту тоже дружненько. Я выращивала в этом году и в теплице, и в открытом грунте. В открытом грунте у меня томаты намного крупнее, чем в теплице. Но все равно теплица созревает дружнее, и то есть можно собрать абсолютно все кисти одновременно, что как раз очень хорошо влияет на транспортировку. Если ждать, пока нижние кисти созреют, потом верхние, то есть нижний будет более мягкий. Это тоже отличительная черта данного сорта. Что касается вкуса, очень сладкий. Мне нравится. Если, например, вы любите именно такие вот мясистые, вкусные, сладкие, действительно шоколадные томаты, то обязательно посадите его в 25-м сезоне. Ну и вот так вот томат выглядит в открытом грунте. Смотрите, все усыпано, все пасынки на месте. Единственный минус, что нужно именно подвязывать. Томатики тоже очень хорошие, и завязываемость тоже великолепная. Созревает в открытом грунте не полностью куст, как в теплице, а хотелось бы именно снимать сразу все одновременно. Если, например, вы хотите, чтобы куст полностью созрел, то используйте стимуляторы. Гумат калия, гуматы различные другие со стимуляторами можно смешивать, и также зола подсолнечника. Это универсальное средство абсолютно для всех томатов. Ну а на сегодня это все. Заходите ко мне на канал, смотрите другие видео, а также пишите ваши комментарии. И не забывайте поставить лайк и подписаться на каналы в Одноклассниках, ВК, на Дзене и Телеграм. Это всего лишь первые 20 сортов томатов, неприхотливые, которые действительно я не посынкую, только подвязываю, которые не требуют ухода. Можно сказать, именно томаты для ленивых. Также будут и другие сорта, будут и крупноплодные, и сердцевидные, и необычные, и фруктовые. То есть сортов томатов большое количество. Буду по возможности публиковать, а также делать описание сортов томатов, которые будут в продаже
продаже именно у меня с начала октября. Каталог томатов со всеми сортами, которые будут в продаже, выйдет примерно в конце сентября, может быть в середине, потому что работы у меня большое количество, еще идет сбор томатов с теплицы, в открытом грунте, все, что созревает. Всем спасибо и до новых встреч!